Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Октябрь 2025. Знаки судьбы. Давайте узнаем знаки судьбы. Три карты достанем на колоде Ленорман. Ну и сами по себе события. Чего же нам ждать от этого месяца, особенно для вашего знака зодиака? Три карты и три знака. А пока перемешиваю, хочу сказать, что в целом, если охарактеризовать для вас октябрь, я бы даже сказала не только октябрь, ноябрь туда же, это перемены. И перемены это не значит, что все, вот чем-то занимались, тут сейчас взяли, все перечеркнули, бросили, и что-то мы тут воять начнем по новой. Нет, тут не все бросить, а применить как-то по-новому. То, что уже есть, что уже сложилось, в чем вы уже добились успеха. Вы просто будете чувствовать, знаете, как-то дыхание будущего по-особенному. И даже осенние дожди, мои дорогие, вам приносят облегчение, чувство свободы. Вот как-то по-другому вы видите мир. Ощущение, может быть, видим, может быть, как и прежде, но вот это дыхание будущего, вот оно точно вами будет в течение осени прочувствовано. Вы уже ищете новые возможности, вам как будто недостаточно настоящего. Вам именно что-то хочется уже каких-то перемен. Может быть, это уже длилось какой-то период, когда вот именно вам переломного момента хотелось. Я допускаю, что кто-то будет именно этот переломный момент искать. Или как будто пытаться себя прочувствовать, в чем же эти перемены. Вас будут привлекать оригинальные люди, соответственно, глубокие беседы. Вы словно ищете эту истину, как мудрец. Может быть, вот как та карта «Отшельник», но именно как мудрец, когда свой именно путь жизненный, это очень важно, вам очень хочется прочувствовать. И осень – благодатная почва для новых идей. Итак, первый знак судьбы, первая карта. В чем вам доведется принимать важные решения или с чем, как минимум, это будет связано? Второй знак судьбы и третий. Что-то нужно и продумать, сказала бы так, потому что успех будет зависеть не от чего-то, от одного, а именно от креатива, а в этом вы сильны, но еще одновременно четкого плана. Не так вот, знаете, как словно, ну, на авось мы действуем, но нет, тут именно все-таки какой-то план должен быть. Рационализм, мои дорогие. Интеллект – это то, что как раз ваше и не заберет никто. Так, давайте спросим, какие энергии идут в вашу жизнь, мои дорогие водолеи? Креативщики, так и хочется сказать. Что нового идет на ваш порог? Тоже хочется узнать. А что из прежнего? Может быть, вы что-то и завершили, думали, что ну все, точка поставлена, а тут это будет продолжено. Более того, в целом, вот что будет продолжаться? И по основным сферам жизни, сфера любви, отношений, сфера финансов и сфера ваших достижений. Здесь у нас работа, учеба, у кого-то документы, планы. Ну, давайте будем узнавать, что ж там. Ага, вот так, препятствие, гора. Говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, да? Но тут еще надо тоже подумать, а надо обходить, надо ли тратить время. Может быть, и будет такое желание, да, вот это перемены, вот как свежего ветра не хватает. И будут для этого физиологически, скажем, но это вы будете чувствовать себя достаточно бодрыми, понимаете? Вот иногда по этому состоянию физическому хочется именно горы-то и свернуть. Так вот, оставьте горы на месте. Дело в том, что тут креатив с каким-то планом должен быть, а не креатив ради креатива. Эх, я сейчас вот как возьму, да как тут сейчас что-нибудь сотворю. Понимаете, тут явно будут какие-то заминки, а я бы сказала так. Если, допустим, какая-то история у вас не нова, вам словно судьба, вселенная, знаете, как какое-то табу, ограничение. Или пусть это может, знаете, как барьер какой-то ставит. Много раз пытались что-то сделать, а тут оно вот, ну, идет, не идет и все. А может быть, нам туда и не надо. Вот надо продумать это. Или что-то у нас не складывалось, а надо ли нам брать реванш еще раз. То есть какое-то препятствие вас, как знак судьбы, надо подумать, нужно ли именно вам это. А если вы видите, что нужно,
или что-то продолжается, ну, как обстоятельства, да, вот препятствия, то тогда нужно искать вот именно тут ваша креативность приходит вам на помощь, тогда какой-то обходной путь. Давайте откроем второй знак. А ведь и правда, креативность по Луне – это, знаете, тысячи неопределенностей, но шикарно работает интуиция. И в течение осени, поверьте, у нас будет не единожды такой момент, когда вот те обстоятельства, в которых мы находимся, или, может быть, связано с какими-то неожиданными новостями, я это тоже могу предположить, м, оно не поддается логике. Вот сколько ты тут не размышляй, ну, не входит ни в одни ворота, или, как говорят, на голову не налазит никак. Ну, я, конечно, шучу, я думаю, кто смотрит мои видео, давно уже к моему сленгу несколько привыкли. А вот подсознание как раз в таких ситуациях дает правильные подсказки или интуиция. Понимаете, тут может быть даже вот такой знак судьбы. Вы можете чувствовать, я как на развилке, как на распутье, направо-налево, ну так условно говоря. И вот представьте себе, и не направо, и не налево, а между, как будто вам нужно просочиться. Может быть и так, мои дорогие водолеи. Потому что по Луне ведь, ну вспомните классическую даже колоду карт Таро. Хотя везде изображения разные, но чаще там присутствуют две башни, две колонны, да, и такая лунная дорожка. Вот тоже луна. И нам как будто ни направо, ни налево. Нам именно нужно вот как будто между, потому что выглянет солнце, и все встанет на свои места. То есть еще мы говорим про октябрь. Не все точки над «и» расставлены. Не все еще прояснилось. Пусть это касается обстоятельств. Тут именно какая-то внешняя ситуация может быть. Понятно, ваша задумка есть, но какие-то еще условности, ограничения, они тоже есть. И вполне вероятно, пройдет пару-тройку недель, и вы узнаете какую-то новость. Или помимо вашей воли эти обстоятельства как-то начнут меняться. И если бы вы поспешили, допустим, прежде, ну тогда потом ты все равно приходишь к выводу, лучше бы я не торопился. Ну вот что-то подобное может быть. Слушайте свою интуицию. Карта вам говорит, что ваше подсознание, шестое чувство, вам дает правильные подсказки, знаки судьбы. Видимо, будет, вот посмотрите, карта саркофаг. И я сказала перемены. Уже не хочется назад оглядываться. И Чермаркете прорисовал, обычно это гроб называется, но я надеюсь, все правильно понимают, что это не про гроб. Это именно окончание чего-то. А в этой колоде называется саркофаг. И изображение бога Анубиса – это бог подземного мира. Тот, который бережет, кстати, сокровища, в том числе, о чем нам говорит карта. Есть что-то из прошлого, что, ну вот, не может быть продолжено. Как бы ты тут ни изворачивался, как бы ты тут ни хотел, оставь прошлое прошлому. И вот этот бог прошлого будет наблюдать. Может быть, и было что-то в прошлом, мои дорогие водолеи, то, что вам дорого. Может быть, от чего-то сложновато вот, да, принять такое окончательное решение, что, ну, да, именно вот в этой теме. Ну, хоть ты извернись как угодно, но тут не от меня продолжение не зависит. Или какую-то ситуацию я уже не могу переломить. Поэтому, может быть, вот этот воздух перемен дыхания будущего вам как будто на легком подъеме дает возможность это прошлое оставить позади. И я говорила по аркану горы, что если судьба ставит какую-то преграду, да, или, ну, есть тема, которую хотел бы осуществить, или, может быть, даже по работе, да, много раз вы снова и снова возвращаетесь к какому-то проекту, как минимум. Не надо вот все перечеркивать и сказать, ну, все, этому не будет никогда этого, да, или я не буду больше этим заниматься, и как будто в мусорный бак выкинуть, ну, какую-то идею, ну, так, условно говоря. А тут нет, тут надо идею-то оставить. Нам же говорят, перемены не в том, что мы все перечеркнули и бросили, а в том, что мы подошли по-новому. Вот такие у вас знаки судьбы, правда? Просто колода Ленорман где-то подтверждает все то, что я сказала до карт. Ладно, какие энергии идут в вашу жизнь? Ну, выбор. Путаница должна быть устранена. Ну, в общем-то, мы об этом с вами говорили. Но, видимо, если мы будем делать что-то по-прежнему, ну или
какой-то новый нюанс не внесем в наши методы, то вряд ли мы получим какой-то другой эффект. Или когда есть проблема, нерешенная тема, Альберт Эйнштейн еще говорил о том, что невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Креативность, мои дорогие. Вот вам действительно нужна еще одна карта, которая говорит, тебе нужно как видоизменить что-то. Понятно, что все начинается с нас самих, и двойка мечей, она о чем говорит? Посмотрите, два ворона. У девушки завязаны глаза. Тут именно реальность вам как будто для начала, для того, чтобы решить какой-то вопрос. Банально. То, что сложилось, вам как будто под другим углом надо увидеть. И после этого принять решение, мудрые вороны, мудрость, и именно действовать с какими-то новыми нюансами. Может быть, так, как от вас не ждут. А я бы еще сказала, быть хитрее, правда, потому что когда луна выпадает, это мы должны себя беречь, мои дорогие. Хорошо, а нового, что идет на ваш порог? Вот прямо на одну и ту же тему продолжают. Я всегда называю туз мечей выход из лабиринта. И пусть это, вот знаете, какая-то запутанная тема, которая вот как, ну, как ракушка даже, да, или вот эта сложная винтовая лестница, от которой уже голова трещит, может быть и так. И кто-то обдумывал и так, и эдак, и все вы никак не можете понять, как же вам действовать. А вот действовать так мы, сознание – это великий шаблон. И если мы гоняем мысли вот по этому кругу где-то там, но мы действительно не найдем выход, потому что мысли одни и те же, методы одни и те же. А тут как будто нужно вот порочный круг какой-то разорвать. Лабиринт. Это ж сколько раз нужно было уткнуться в стену, прежде чем мы выйдем к вратам, буквально так. Но тем не менее, у кого-то это может быть как подсказка, что нового идет в вашу жизнь, все начинается с какой-то новости. Может быть, и знаете, как из разряда меня осенило, о, Эврика, да, вот тоже может быть прояснение какой-то ситуации, может быть, и вы ее проясните, или это будет связано с какой-то информацией. Давайте узнаем, а что же будет продолжаться? Любовь будет продолжаться, какие-то отношения. Но вообще карта радости, хорошего настроения. И я уже говорила, что физическая форма у вас где-то, ну, так, планетарно как раз она соответствует новым желаниям, поэтому, наверное, и хочется уже не оглядываться назад. Я понимаю, меня смотрят люди из разных стран, в разном состоянии здоровья, в разном возрасте. Но, видимо, даже в каком бы вы состоянии, мои дорогие, не находились сейчас, вот психология, психика человека, она очень хитро устроена. И, и если мы добавляем себе именно желание, мы чем-то заинтересованы, мы вот именно имеем какое-то любопытство, вот тогда нам ведь, правда, горы можем перевернуть. И неважно, мы больше уверены в собственных силах. Мы, да, где-то концентрируемся, может быть, и на себе, но это нам дает волшебную возможность все вот эти тупики разрешить. Потому что, знаете, нет хаоса в мыслях. Это какая-то идет концентрация, это идет более слаженная работа и организма, потому что мысли у нас в каком-то правильном чередом идут, да, или в правильном направлении. Но для кого-то конкретно будет продолжаться, что какая-то история любви, может быть, совершенно недавнее знакомство по рыцарю чаш, потому что часто идут те люди, которых мы еще недостаточно хорошо знаем. И нам говорят: Водолей, вдохновись моментом, пока планы такие грандиозные не строй, потому что, ну, тут и по Луне тысячи неопределенностей. Но, может быть, приятное общение, оригинальные люди или те, которые вас вдохновляют, или, может быть, вместе с людьми какие-то проекты, интересные мысли, креатив какой-то, правда? И это действительно завораживает. Мы начинаем, вот даже когда с людьми, такими яркими личностями мы контактируем, творческими людьми, да, которые немножко нестандартно мыслят. Согласитесь, наше мировоззрение, оно ведь тоже как преломляется. Мы видим и допускаем, что, ага, а оказывается, можно мыслить по-другому и, стало быть, и действовать как-то иначе. Вот вам, в принципе, доброе общение, мои дорогие, помогает. Личная жизнь, влюбленная. И в этой колоде это буквально про любовь, правда? Это все то, что я говорила. И хоть
Часто это старший аркан, кстати. У кого-то личная жизнь в центре внимания. Может быть и так. Общение, может быть и знакомство недавнее. Чувство вас может захватить. Конечно, говорят еще карта выбора, но одновременно сепарация – это только иллюзия. Тут не разделяться, сепарироваться, как я говорила по Луне, две башни, да, тысячи неопределенностей. Нам ни направо, ни налево, нам между. Договариваться придется. Дипломатия в данном случае творит чудеса. Каждый человек, который входит в вашу жизнь, и это не только октябрь, это на протяжении до конца года. Поверьте, он зачем-то в вашей жизни появился. Может быть, это из прошлого какие-то нужно еще доработать детали или буквально какие-то бумаги подписать, вопросы, согласовать тут у кого что. Или даже завершить что-то, ведь почему нет? Ну тогда на завершение, я должна сказать, тут хорошая энергия. Ну, хорошая, потому что вам не будет это сделать как-то тяжело. Но вот этот переломный момент, когда хочется идти в будущее, хочется, может быть, быстрее со всем разобраться, а вот не сломать чего-то, мои дорогие. Не сломать, а именно из того, что есть, может быть, какие-то конкретные отношения, но под другим углом. Ладно, энергия финансов. Туз жезлов. Смотрите, у вас два туза. Причем оба туза такие больше деловая сфера. Как и, может быть, и новость, и однозначное какое-то решение. Да и туз-то жезлов тоже делит жизнь, словно так, знаете, невидимо. Демаркационная линия посередине, на период до и после. Это на финансы. Для кого-то из вас поиски, может быть, сами по себе новых способов заработка. Для кого-то известие о деньгах. Но вообще туз жезлов – это всегда возможность, чтобы вы понимали. Вот тут у вас какая-то финансовая возможность. Смотрите, еще старший аркан один выпадает, умеренность. Опять же говорит, ты подумай, словно ангелы. Здесь может быть, кстати, не случайная какая-то случайность в виде новости. Может быть, это как какое-то предложение. Может быть, это ваш собственный креатив, когда вы надумаете взяться за какую-то идею, проект, ну просто себе даже скажете, а почему бы и нет? Дай-ка я попробую. И что-то у вас пойдет. Ну-ка, дайте еще достану одну карту. И что это? Ух ты! Да тут все серьезно, мои дорогие. Тут есть явно о чем подумать. Вот, кстати, маг, он горы переворачивать не будет. Он их оставит. Он как-то более рационально подойдет, будем говорить. У вас, опять же, про физическую силу достаточно сил. Но и все стихии в руках у вас. Тут вам как, ну, наверное, боги помогают, высшие силы помогают. У вас может быть очень знаковый период. И, кстати, он знаковый может быть именно вот, когда вы эту путаницу или вы с чем-то определяетесь. Может быть, вы определяетесь с тем, что вы какое-то, да, влюбленное. У каждого ведь своя ситуация. Вы как некоторые перемирия устанавливаете или будете готовы к компромиссу. Вот, кстати, компромисс по аркану влюбленные очень хорошо проигрывается, а все карты нам тоже где-то говорят. Здесь и нет чего-то однозначно плохого, хорошего. Здесь где-то между. Но на деньги у вас какая-то новая, может быть, совершенно стратегия, тактика, и нельзя просчитаться. Карта мага, она не говорит, что ты расслабился, сейчас все получил. Нет, тут твои действия. Сначала та идея, которую потом будет маг реализовывать, она у него в ментальности зарождается. А вот он постоянно продумывает методы. И сила его в том, что он умеет корректировать планы, мелкие планы. Он понимает, что есть те сферы, на которых он не влияет. Причем это он понимает, знаете, с полным хладнокровием. Ведь это великий практик, материалист. Мы можем думать, что это про магию, да ни разу. Это именно наши действия какие-то вот такие слаженные, может быть и мудрые, а может быть и хитрые, кто знает. Давайте посмотрим. Достижения. Я бы не сказала, что вам тут нужно с кем-то ссориться. Но я так, на всякий случай. Октябрь еще месяц большой. Но иногда, раз мы говорим, влюбленные это о выборе, предшествует этому выбору какая-то несогласованность, нестыковка, не договорились, да. Пусть не конфликт, но тем не менее какие-то шероховатости есть. Но если вам на достижение буквально карта дружбы выпадает,
Именно в этой колоде, посмотрите, дружба через годы, через века, как будто, да, и есть тот человек, который вам будет помогать. Может быть, я не исключаю, для кого-то это близкий человек. Когда вы все свои заботы, проблемы, свой креатив принесли домой, и у вас есть кому это рассказать, поделиться. Может быть, ваш близкий человек будет давать какие-то дельные советы. Тут и вы сами-то не лыком шиты, прямо скажем. Но как будто вот две карты нам говорят, что рядом с вами человек, которому вы можете доверять. Ну, по крайней мере, у кого-то это точно проиграется. Может быть, это просто друг. Или какие-то контакты, которые именно теперь для вас важны. Это я тоже не исключаю. Поэтому от этого тоже нельзя отказываться. Вот тут действительно придется корректировать какие-то методы и, возможно, планы. Удивительный расклад, и я буду благодарна вашим комментариям, кстати. Может быть, в конце месяца что там у вас такое интересное. Прямо интрига какая-то такая вот. Мне любопытно, скажем так. Ну и вообще я вас благодарю за ваши искренние комментарии, за поддержку моего канала, то, что вы откликаетесь, мои дорогие. Перекладывайте на себя, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.